Всем привет! Давайте теперь займемся переменными окружениями в нашем фронтенде. Вот. Здесь подход схож, но немного отличается. У нас white уже имеет встроенные функции для того, чтобы прокидывать так называемые эти переменные окружения. Давайте сначала определим, какие они у нас будут. Создадим файлик .env. Так. И давайте, во-первых, будем указывать порт. Сейчас там какой-то дефолтный, я хочу, чтобы был 8000. А также нам нужна переменная, в которой мы будем хранить endpoint для подключения к нашему TRPC, потому что он тоже зависит от окружения, в котором он поднят. Локально у нас это localhost, а в продакшене это будет что-то другое, да и чисто технически сам endpoint может по каким-то причинам отличаться, но не в том суть. Главное, что эта строка должна быть в env переменных. White так устроен, опять же, что он переменные, которые не начинаются со слова white, не прокидывает во фронтенд. Это такая система безопасности для того, чтобы вы ничего секретного туда не прокинули. Поэтому порт будет известен только внутри whiteconfig.ts, но про этот порт ничего не будет известно, например, в самом вашем конечном бандле. Так, ну и назовем эту переменную white backend TRPC URL. Пускай она будет вот такой. И она у нас на 3000 порту. Правильно? Правильно. Так. Ну и не забываем все равно создавать файлик env.example. И прокидывать сюда то же самое. Вот, чтобы удобно возвращаться к этому проекту. Хорошо. Создали этот файл. Теперь давайте пойдем и создадим во фронтенде в папке lib файл env.ts по аналогии с тем, как мы это делали в бэкэнде. Содержимое будет такое. Порт у нас все-таки не доходит, да, до нашего бандла, он будет только в white конфиге, а до нашего бандла дойдет пока что только эта переменная. Точно так же мы определили zot-объект, и распарсили некий импорт мета env и положили его в файл env. И здесь у нас уже типизированная строка. Что это за импорт мета env? Это вот White так придумал, что он будет env-переменные отдавать в таком формате. То есть если на бэкэнде они лежат в процесс env, то здесь в импорт мета env. Хорошо. Так, теперь мы можем нашу переменную использовать в коде. Ну, давайте заменим URL. Так, env.whitebackend. Так, неправильно она называется. Должна называться TRPC URL. env.whitebackend TRPC URL. Все, теперь она везде названа правильно. Хорошо. Ее мы добавили. Давайте теперь посмотрим, не сломали ли мы чего-то и уходят ли наши запросы на бэкэнд. Так. Все. На бэкэнд запрос уходит, потому что что-то возвращается, значит, все в порядке. Хорошо, то есть env переменные задаются. White их сам парсит. Но мы же хотим, чтобы у нас еще порт менялся. То есть сейчас вот я остановлю фронтенд, запущу его, и он все равно открыл это на 5173 порту. Потому что он к этому готов не был, к нашим env-переменным. А нужно сделать, чтобы был готов. Так, и код наш станет вот таким. Что здесь происходит? Мы выгружаем все наши переменные. У White есть функция load-env. В mod у нас хранится информация о том, это там у нас production или development. Вот. Потом, из какой папки нужно парсить, process.cvd возвращает папку, в которой запущен процесс. То есть это будет вот эта папка, в которой находится whiteconfig.ts. И также мы указываем префикс. Вот идет поле префикс. Написано в типах, да, вот там третий аргумент, вот этот вот. Это значит, что, ну, по умолчанию он здесь вот такой вот.
Но мы-то хотим получить все переменные, и мы их все и запрашиваем. Они здесь не типизированы, но, в принципе, они же не будут распыляться по нашему проекту, поэтому и ничего страшного. Вот. И здесь в env будет порт. Также мы указываем, что этот порт надо запускать, когда мы запускаем в white формате сервера и когда мы запускаем в white формате preview, а значит, это уже расшаривание нашего бандла. Короче, 2 раза надо порт здесь указать. Сохраняем. И видим, что у нас уже все перезапустилось на 8000 порту. Наше приложение здесь больше не работает, но оно работает теперь здесь. Отлично. Так, но я также хотел бы запретить людям, которые будут вместе со мной разрабатывать этот проект, использовать импорт метода env дефолтно. То есть вот сейчас они, кажется, еще могут. Да, они бы могли сделать вот так. Все бы работало, и ESLint на них бы не ругался. Поэтому надо добавить соответствующее правило в ESLint, но оно будет сильно отличаться от правила, которое мы добавляли в бэкэнде. Потому что теперь-то это не процесс env, теперь это какой-то таинственный импорт мета env. И давайте добавим это правило в наш ESLint.rc, ну, тоже можно в корневой. Так. Правило следующее. No restricted syntax. Это правило позволяет задать абсолютно любые правила ESLint и написать их самому. Мы говорим, что это должна быть ошибка. Когда у нас в коде есть следующий селектор, мы должны вывести сообщение, что, ребят, вместо этого используйте env lib env. Давайте проверим, что это правило работает. Да, на нас уже ругаются, и это очень хорошо. А теперь просто откуда взялся вот этот вот селектор. Короче, это селектор по AST дереву JavaScript. Вот, я этот селектор сам написал. Это занятно, я так мельком покажу. Возможно, это избыточно, но тем не менее. Вы можете открыть вот этот сайт Ast Explorer и написать в нем ваш любой JavaScript, какой вы хотите. Ну, вот, можно хоть так написать. Это обычный JavaScript. И вы можете посмотреть на этот код глазами компилятора. Вы можете куда-то кликнуть и увидеть, как это выглядит в его глазах. Он говорит то, что это некоторые штука с типом member expression и property env. Вот, если тут поковыряться, можно обнаружить, что здесь есть какой-то объект с типом meta-property, за ним идет property identifier, и немножко поковыряться и написать селектор примерно, как это делается в CSS. То есть я здесь указываю то, что у нас есть объект с типом meta-property. Вот он, этот объект с типом meta-property. И в то же самое время, поскольку это селектор, знаете, вот как в CSS вы когда без пробела что-то ставите, это значит, что в том числе у него есть property с неймом env. И мы видим, что у этой штуки есть также реально и property с неймом env. И если мы такое видим, то нам нужно это заблокировать. Вот и поэтому работает это правило ESLint. Все, теперь мусор убираем, это сохраняем. Ну, можно пробежаться по типам. npm types и посмотреть, все ли нормально работает. Да, все отлично работает, и фронтенд у нас поднимается на 8000 порту, что и требовалось. Всем спасибо, поехали дальше.